На заводе Петровича считали редким пьяницей. Алкоголизм на производстве считался бедой, но обычной, бытовой что ли. Рабочие начинали пить стабильно, в день получки отстояв вожделенную очередь в кассу. Тут же на месте договаривались и посылали самого молодого в магазин, а за самыми отчаянными приходили жены и отбирали кровно заработанные, и тогда бедолаги забирались в долги. Если день получки выпадал на пятницу, то пили стабильно до понедельника. Утром в понедельник лица у многих были опухшие. Первая смена вздыхала, почесывалась и похмелялась. Собираясь силами, приступали к работе уже после обеда. Но те, кто не мог остановиться, продолжали, брали больничный и уходили в запой, как в долгое плаванье. Бывало, что и на 2 недели, пока потеря морального облика, стыд и нужда не возвращали их в строй с небес на грешную землю. Были и особенные персонажи, те, кого держали ради опыта и мастерства, им позволялось больше, чем обычным работягам, и они выпивали каждый день, пользуясь своим положением. Да, они выделялись из общей массы, особенно после обеда. Таким был Петрович. Когда Иван только устроился работать на завод в цех оснастки, Петровича ставили всем в пример и призывали равняться. Лет ему было под 50. Токарь и фрезеровщик, золотые руки, за эти руки его и держали. Каждый день в обед Иван наблюдал, как Петровичу выстраивалась очередь. «Петрович, сделай! Петрович, посмотри, пожалуйста, получится! Петрович, 2 пузыря ставлю, срочно!» Петрович точил детали на заказ и имел большое уважение на заводе. После обеда он обычно уже был пьян, его не трогали. Петрович отдыхает, он отдыхал на скамейке в бытовке, укрывшись фуфайкой, и тогда к нему было уже не подойти. Петрович пил каждый день, в одиночку и в компании. Иван еще застал то время, когда Петрович трудился только до обеда. Ради мастерства ему прощалось многое. Иван проработал в цеху с Петровичем больше года и своими глазами видел, как тот понемногу спивался и деградировал. Постепенно хороший специалист и наставник опускался. Его уговаривали, возили лечиться, но в нем словно проснулся бес. Петрович начал пить назло и закатывал дебоши прямо на рабочем месте. Его увольняли, но он возвращался. Трижды, обещая исправиться и завязать. Но проходило несколько недель, и он снова срывался в крутое пике. Когда увольняли в последний раз, в нем мало оставалось уже от нормального. Это был уже больной, опустившийся человек с трясущимися руками. 8 лет спустя Иван столкнулся с Петровичем, работая уже в другой частной компании. Столкнулся и с трудом узнал. Петрович выглядел молодцом, ходил в поношенном, но чистом костюме, очки на лбу, тщательно выбрит и причесан. Не всякий мужчина в его возрасте так следит за собой. Иван остолбенел. А Петрович улыбнулся ему как старому знакомому, пожали друг другу руки. «Какими судьбами, Ваня?» – спросил Петрович. Иван рассказал, что ищет начальника ремонтной службы, что его послали на объект в составе монтажной группы на остановку освещения во вновь отремонтированных помещениях. И у этого начальника лежат проекты. Петрович махнул рукой. «Считай, что ты его нашел. Пойдем, с утра тебя эти бумаги дожидаются». Он отвел Ивана в кабинет, достал из тумбочки кипу документов и отдал в руки. В кабинете было чисто и уютно. Петрович предложил чаю, но Иван извинился и сказал, что торопится приступить к работе. «Тогда запиши мой номер телефона», – предложил Петрович. «Вас по всем вопросам будут ко мне посылать, такая уж традиция сложилась, слишком я за многое отвечаю». Обменялись номерами телефонов. Пока делали монтаж, к Петровичу действительно пришлось обращаться часто. Это позволило сэкономить кучу времени. Петрович решал все вопросы быстро. Когда работы были закончены и даже раньше срока, Иван решил отблагодарить старого токаря. А как? Не коньяк же ему предлагать в качестве благодарности, а деньги как-то неудобно. На всякий случай он взял деньги и пошел разыскивать Петровича.
Петрович нашелся в шумном подвале насосной станции. В каморке слесарей он, склонившись над тисками, обрабатывал напильником железную заготовку. «Петрович, я вот тебе принес за помощь. Деньгами возьмешь?» – спросил Иван. «Нет, хочешь отблагодарить, неси конфет. А денег мне в жизни хватает, чужого не надо», – ответил, не оборачиваясь, Петрович. «Только бери обычных, без алкоголя». Иван приволок в подвал здоровенный пакет. Конфеты, пара вафельных тортов, печенье. Петрович разлил чай по кружкам из закипевшего пластикового чайника. Сидели, пили чай молча. Разговор как-то не клеился. Потом Петрович вздохнул и сказал: «Да знаю я, о чем ты меня спросить хочешь. По глазам твоим вижу, что ты смотришь на меня и не веришь, тот ли человек перед тобою. Не тот, Ваня, давно не тот». «Ты лечился?» – спросил Иван. «Ага, жизнь меня вылечила», – усмехнулся Петрович. «Не веришь? Да ты посмотри на меня, вспомни, как на заводе в пьяном угаре под нож гильотины голову совал и отрубить ее хотел. Как рука к кнопке тянулась. Ведь ты же, молодой щегол, меня тогда от станка оттаскивал, а я тебя сапогом кирзовым. Да ладно, кто старое поменет, а кто забудет, тому лучше без глаз жить, чтобы стыда не было», – закончил Петрович и тяжело вздохнул. «Таких, как я, Ваня, только могила и наставляет на путь истинный. Пропил я руки свои, вот сейчас за станок бы встать, а нет, руки дрожат и ноги уже не терпят, возраст подошел. Да, может быть, оно и к лучшему. Тут мне спокойнее работать, вроде и в людях, а все при деле», – добавил он. «Но тебе, наверное, больше охота знать, как из пьяного омута выбрался и пить перестал». «Рассказывай», – кивнул Иван. «История моя покажется тебе бредом», – вздохнул он. «После того, как меня в очередной раз турнули из завода, уже по статье, я некоторое время перебивался случайными заработками. Потом отовсюду меня гнать начали. Жена бросила, не вынесла такой жизни. Квартиру нашу мы продали, а на остатки мне досталась комната в общежитии. Все остальное отошло жене и детям. Общага была сплошь маргиналы и бывшие сидельцы, такие же опустившиеся, как я. Под окном разливайка, и дверь в мою комнату никогда не закрывалась. Все равно пили каждый день, не у меня, так у другого. Для общего пропитания я устроился в ЖЭК, который эту общагу и обслуживал, дворником и сантехником. Работал хреново, только ради бутылки, но в общем не выделялся. И таким макаром я прожил где-то больше года. Тут он задумался, замолчал. Сходил, налил еще воды в чайник и поставил его греться. Снова начал рассказывать. Общага была капитальная, еще при Сталине строили. Лепнина на фасаде, старая отделка, балконы с колоннами, а в подвале было старое бомбоубежище, заваленное всякой дрянью. Как-то раз мне дали задание выгрести оттуда весь мусор. Фирма купила часть первого этажа и хотела бомбоубежище прибрать к себе. Вот меня и подрядили. Я таскал мусор на помойку, а что находил по цене, пропивал с корешами из общаги. И вот ковыряюсь я, значит, в куче мешков и тряпье. И вдруг слышу, что-то звякнуло. Разворошил кучу и вижу целый ящик водки. Представляешь, алкаш водку нашел. Я ради интереса вскрыл одну и, смочив тряпицу, поджег. Загорелась зеленым пламенем. Тут же на месте и попробовал. Нормальная водка. Раз такое дело, решил я организовать банкет. Позвал в подвал выпить Серегу, сварщика. Он соседом моим был, и брата его, Саньку. Санька только с зоны вернулся. Братаны резали чермет на пару и этим питались. Все ж таки культурное общество. Большую часть ящика я перетащил в свою комнату. Братаны купили закуски. Вечером мы собрались в бомбоубежище и, сидя на ящиках, принялись распевать проклятущую. В бомбоубежище я свет оборудовал, иначе работать было невозможно.
развесил лампочки. Там, в самой дальней комнате, мы и сидели. В комнате, где пили, тепло было, на мешках с ветошью можно было и отдохнуть, и в туалет недалеко ходить. В одной из комнат был старый действующий унитаз. Короче, райские условия. Ну, выпили первую для разгонки, потом до второй дело дошло. Нормально сидели, общались. Я решил скрыть от собутыльников, сколько на самом деле нашел водки. Думал потом, завтра или позднее им сообщить, порадовать. И так было нормально, 5 бутылок на троих. Серега все бутылки осматривал, хвалил водку. Бутылки зеленые были, этикетки в медалях. Старая чья-то заначка была. И так мы пили, пока Санек не решил до ветру сходить. Я показал, в какой комнате сортир есть. Он ушел. Вернулся взъерошенный весь и сказал, что в коридоре кто-то ходит. Я тогда удивился. Дверь-то в бомбоубежище я плотно прикрыл, прежде чем выпивать начали, а входную так и вовсе запер. Если бы кто-то к нам и шел, мы бы по звуку услышали. А было тихо. Решили проверить, пошли по коридору. Свет не везде горел, но дорогу-то было видно. Санек шел впереди, потом закричал «Стой!» и рванул вперед. Мы, посмеиваясь, шли не торопясь, а он убежал далеко вперед и скрылся за поворотом. Серега решил, что брата его просто накрыло от водки, вот ему повсюду и мерещится. Сразу за поворотом начиналась лестница, которая вела к выходу из бомбоубежища в подвал. Убежать далеко Санек не мог, а ключи от двери в подвал были только у меня. Мы решили вывести Санька на свежий воздух, чтобы он немного отошел. Но когда мы поднялись по лестнице, то двери от бомбоубежища не было. Была развилка и 3 коридора, уходящих в разные стороны. Хоть тогда мы и выпили много, но изрядно охренели от увиденного. Я ощупал стену, где должна быть дверь, думал, что глаза меня подводят, но клянусь, это была бетонная стена. Самое странное, что коридоры были тускло освещены. Серега звал брата, но было тихо, и тогда мы решили пойти по одному из коридоров наугад. Тут закипел чайник, Петрович прервался. Иван достал из пакета вафельный торт, нарезал его на 6 частей. «Бредятина», — сказал Петрович со вздохом. «Говорю же, поверить в такое трудно». «А может, вы с пьяну в подвал вышли и не поняли?» — спросил Иван. «Если бы все было так просто. Мы по коридору плутали, да и вышли назад к развилке. Спустились назад по лестнице в коридор бомбоубежища. Серега все брата кричал. Вернулись в ту комнату, где пили, на месте все. Бутылки пустые валялись, банки из-под закуски, пепельница. И одна бутылка была еще не допитая. Я предложил Серому добить ее, а потом дальше думать, как выбраться. Оглянулся, а Сереги и нет, пропал. Тут я протрезвел даже. Пошел назад искать его. Дошел до лестницы и вижу, все нормально. Дверь с бомбоубежища на месте торчит. Я решил свежим воздухом подышать и до общаги дойти, может, они там. Выбрался в подвал, дернул на себя дверь. Закрыто. Нашарил ключи и открыл ее. Вышел на улицу, а чую свежим воздухом и не пахнет. Гарью несет. Словно давно рядом дом деревянный сгорел, а запах от него остался. Ночь была на улице, и словно зеленым было все вокруг подсвечено, хотя в окнах общаги свет и не горел. Да и сам дом выглядел как-то не так. Окна местами выбиты, штукатурка поотваливалась. Нет, дом и раньше просил ремонта, но не насколько же. Я подумал, что в общежитии просто вырубили свет, такое иногда случалось. И тогда услышал крики, доносившиеся из другой стороны дома. Сам себя в этом убедил. Обошел я общагу и остолбенел. А дальше, Ваня, была форменная клиника. Будешь ли слушать? Или, может, не надо? Рассказывай, кивнул Иван. Петрович встал из-за стола, за которым пили чай, и прошелся по комнате. Я очень много пил в своей жизни, признался он. И бывало, что допивался до белой горячки, тогда всякое могло привидеться. Но вот чертей я повстречал в тот раз впервые. И как же они выглядели? По-разному, Ваня, по-разному.
Они все были разные. Когда я вышел к подъезду, то увидел, как оттуда они выволакивали моих соседей по этажу. Они тащили их, плачущих и сопротивляющихся, и бросали в автобус. Только автобус был в виде клетки на колесах. Почему тогда я решил, что это автобус? Не знаю. Ими командовал водитель, у него было огненное лицо. Черти были разными, я это уже говорил. Один был большим, 3 метра высотой и с длинной рукой. Он стоял позади автобуса, хватал и закидывал моих соседей внутрь. Черти, которые водили людей, были рогатые, и их морды… О, их лучше не описывать. В клетке я увидел соседку свою, Маришку, бывшая учительница, вместе выпивали. Рядом Баринов кричал и дергал за прутья, пытаясь выбраться. Тоже сосед мой бывший, капитан дальнего плавания. Я тогда замер в ужасе и боялся пошевелиться, до того мне стало жутко от происходящего. Потом я увидел, как черти приволокли Серегу и тоже закинули его к остальным. Тогда мне стало понятно, куда он делся, черти забрали. Люди бились в клетке, умоляли отпустить их, плакали, угрожали. А черти смеялись, особенно тот с огненным лицом. Последними они забирали детей, да, в нашем общежитии были дети. Черти, схватив их в охапку, бегом бежали к клетке на колесах. 3, крики детей мне до сих пор трудно забыть. И тогда я увидел, как Санек, которого тоже взяли черти, вырвался и побежал прочь по улице. Главный черт с огненным лицом что-то крикнул и показал пальцем на беглеца. Черти просто стояли и смотрели, как он убегает. И я увидел, как Санек на моих глазах загорелся зеленым пламенем, а потом этот главный посмотрел на меня. И вот тут я рванул со всех ног, обратно в подвал, в бомбоубежище. Мне казалось, что за мной гонятся. Оно мне тогда показалось единственным безопасным местом. Захлопнул входную дверь и, закрывшись на все замки, я спрятался в самой дальней комнате, навалив на себя ветошь и всякий мусор, чтобы не нашли. Так я просидел неизвестно сколько, и мне чудилось, что черти бродят по подвалу и ищут меня. Потом я вырубился. Неужели все это действительно произошло? Петрович покачал головой. Дальше было все намного хуже. Я очнулся от запаха гари. В бомбоубежище дыма было не продохнуть, голова раскаливалась, весь сырой, штаны обоссал. Как чумной я выбрался на улицу и увидел, что перед общагой стоят пожарные и скорая, ну и менты, понятное дело. Народу собралось поглазеть тьма. Общага ночью горела, весь этаж, где я жил, выгорел, но это было не самое жуткое. Ого! Вот тебе и ого! Не было никаких чертей, Ваня, было все совсем по-другому. Оказалось, что я отправил Серегу и брата его за добавкой в свою комнату, а сам лег спать. И все это мне привиделось. Они нашли заначку, но ее увидели мои соседи. Словом, весь этаж эту водку пил. А водочка оказалась отравленной. Одну бутылку утащили дети и решили выпить, как взрослые. 15 душ тогда отошло в мир иной, дюжина взрослых и 3 детей. А вот как я от той водки не окочурился, не понимаю. А пожар случился от того, что Санек, почувствовав себя нехорошо, решил отдохнуть и закурил лежа в постели. Все были настолько угашенные от водки, что сразу и не поняли про пожар, а когда поняли, было уже поздно. Вот такая история со мной случилась, Вань. Ты думаешь, для меня она прошла бесследно? Нет. Вот после этого я пить и бросил. Сначала долго в больнице лежал, все лечился. Потом при больнице устроился, помогал по хозяйству. Жену новую там же встретил. Хорошая женщина, санитаркой работает. Потом углядел меня один пациент, директор тутошний, и предложил место здесь. Как видишь, потихоньку справляюсь. Да, подытожил Иван. Значит, все тебе только приснилось? Скорее привиделось в результате отравления, поправил его Петрович. Только ты об этой истории особенно не трынди, если кого из наших встретишь, а то тебя за психа примут.
Ну что ж, если ты досмотрел этот ролик до конца, то он действительно был для тебя интересен. Прошу тебя потратить еще буквально 20 секунд времени для написания комментария, ведь только твоего мнения или просто смайлика не хватает для продвижения. Кто, как не ты, поможет мне в этом? Предлагаю тебе посмотреть еще какой-то ролик из представленных, а я побежал пилить для тебя новый рассказ. Жму руку тебе, бро, а если ты девочка, то крепко обнимаю. С уважением, твой Андрей.